Русский, который ты понимаешь. Привет! Сегодня мы поговорим про месяцы. Угадай, про какой месяц я говорю. Я прочитаю текст 2 раза. Сначала медленно, а потом в нормальном темпе. 1. Этот месяц очень короткий, потому что в этом месяце много выходных дней. В Европе и Северной Америке часто идет снег. В этом месяце холодно и темно. Поэтому везде на улицах висят гирлянды и огни, а центры городов красиво украшают к празднику. В этом месяце празднуют самый волшебный и семейный праздник. А еще в конце этого месяца наступает Новый год. Этот месяц очень короткий, потому что в этом месяце много выходных дней. В Европе и Северной Америке часто идет снег. В этом месяце холодно и темно. Поэтому везде на улицах висят гирлянды и огни, а центры городов красиво украшают к празднику. В этом месяце празднуют самый волшебный и семейный праздник. А еще в конце этого месяца наступает Новый год. Какой это месяц? Это декабрь, последний месяц в году. 2. В этом месяце празднуют важный религиозный праздник – Пасху. А еще самый смешной праздник в году, когда все люди шутят друг над другом и разыгрывают друзей. Погода в этом месяце в Европе непредсказуемая. В Германии говорят, что этот месяц делает то, что он хочет. Может пойти снег, а может быть очень жарко. В этом месяце празднуют важный религиозный праздник – Пасху. А еще самый смешной праздник в году, когда все люди шутят друг над другом и разыгрывают друзей. Погода в этом месяце в Европе непредсказуемая. В Германии говорят, что этот месяц делает то, что он хочет. Может пойти снег, а может быть очень жарко. Вы уже знаете, какой это месяц? Это месяц апрель. 3. В этом месяце все школьники в России идут в школу. Поэтому первый день этого месяца называется День знаний. Раньше в России в этом месяце праздновали Новый год. Только при Петре I приняли решение перенести Новый год на 1 января. Обычно в Европе в этом месяце погода ухудшается.
становится холоднее. Но если после холодной недели снова приходит почти летняя погода, это называют бабье лето. То есть хорошая погода не в летний месяц. В этом месяце все школьники в России идут в школу. Поэтому первый день этого месяца называется День знаний. Раньше в России в этом месяце праздновали Новый год. Только при Петре I приняли решение перенести Новый год на 1 января. Обычно в Европе в этом месяце погода ухудшается, становится холоднее. Но если после холодной недели снова приходит почти летняя погода, это называют бабье лето. То есть хорошая погода не в летний месяц. Какой это месяц? Это сентябрь. 4. В этом месяце все ждут хорошую погоду и каникулы. Самый длинный день в году в Европе и Северной Америке именно в этом месяце. Этот день называется летнее солнцестояние. То есть солнце очень долго стоит на небе в этот день. В Южной Америке это, наоборот, самый короткий день в году. А еще в Южной Америке это один из самых холодных месяцев. В этом месяце все ждут хорошую погоду и каникулы. Самый длинный день в году в Европе и Северной Америке именно в этом месяце. Этот день называется летнее солнцестояние, то есть солнце очень долго стоит на небе в этот день. В Южной Америке это, наоборот, самый короткий день в году. А еще в Южной Америке это один из самых холодных месяцев. Вы уже знаете, какой это месяц? Это июнь. Новые слова можно тренировать в Quizlet.